Это, друзья, шикарно. Ой-ой-ой-ой-ой, сколько пара, как оно кипит, как поднялось. Это, пожалуй, лучшее и вкуснейшее блюдо из кабачков для ленивых, которое делается буквально на одной сковороде, и не надо мыть посуды, ничего не делать. Очень похоже на мясо, не скажешь, что это кабачок. Для этого шикарного рецепта ставим сковороду, наливаем 25 грамм воды, сковорода уже горячая, туда же отправляется 3 столовые ложки обычного масла, которое вы используете для жарки. Соединяется это все. Далее, рецепт, друзья, повторюсь, очень быстрый. Нам понадобится чесночок. Чесночок я натираю на мелкую терочку. 3 зубчика чесночка для этого рецепта будет очень даже кстати. Причем чесночок здесь абсолютно не будет чувствоваться. Кто не очень любит запах чеснока, не переживайте, все хорошо. 2, 3. Чем хорош этот рецепт? Тем, что мы готовим все практически в одной посуде. Нам не надо потом долго это все мыть, вымывать. Абсолютно. Теперь на более крупную терку я натираю 1 луковицу. Вот такую вот. У меня средняя луковица, среднего размера, но на крупную терочку. Вот так вот натерли. Хорошо. И вот теперь надо сделать очень важный момент. Сделать огонь минимальным, чтобы у нас соединились чесночок, лук и маслица. Это даст первичный аромат, который будет базой нашего очень вкусного и в то же время простого рецепта. Теперь самое время взять ту же терочку и уже использовать 4 гриба. В моем случае это шампиньончики. Я их также натираю на крупную терку моментально, очень быстро. Друзья, этот рецепт стал у меня практически сразу фаворитом. Хотя я не люблю кушать, я точнее вообще ни разу не ел за последнее время, чтобы одно и то же блюдо я ел каждый день. У меня такого не было. Но вот это блюдо из кабачков, оно меня просто покорило. И я каждый день ем это блюдо для ленивых, потому что оно быстро готовится, моментально. Мыть ничего особо не надо. Раз-два, и у тебя уже все готово. Друзья, напишите в комментариях, кто любит тоже. Быстро, вкусно и при этом очень полезно. И потом не надо, чтобы долго мыть посуду. Иногда хочется, конечно, и заморочиться, но в будни, так сказать, в обычные дни это все хочется делать гораздо быстрее. Чуть-чуть я доливаю маслица, оно впиталось. Огонь делаю чуть побольше, потому что оно перестало шкварчать. И теперь, что нам надо сделать, так это добавить практически последний компонент перед нашим кабачком. Этим компонентом будет 1 спелый помидор, который я нарезаю такими вот солнышками. И эти солнышки я укладываю не один на одно солнышко, а именно, чтобы они максимально заняли место на сковороде. Огонь я еще сделаю побольше. Примерно 1,5 по 5-бальной системе, где 5 баллов это максимальный огонь. Далее, вот так вот.
И у нас практически вся сковорода уже занята помидором. Огонь делать большой я не рекомендую, поскольку у нас все это просто зажарится и просто оно не даст сока. Нам надо именно томление. Наши предки именно так и делали. Они пищу не жарили, они ее томили. Вот если вы посмотрите, сейчас у нас уже все уложено максимально равномерно по сковороде. Сразу же, ничего не откладывая, я беру один кабачок, примерно 280 грамм, и натираю на ту же самую терку. Видите, нам абсолютно минимально придется помыть сковороду, терку и практически все. Натирается на крупную терку кабачок. Если у вас кабачок не молодой, как в моем случае, кожуру желательно снять и достать внутренние семена, поскольку будет, жестковато, скажем так. И в этом рецепте мы не будем зажаривать кабачок прям, чтобы он желтый был, пережаренный. Мы сделаем его практически аль денте, чтобы он имел зеленый цвет в нашем прекрасном блюде. И подскажу еще один лайфхак, которым я недавно только начал пользоваться. У кабачка я отрезал только низ, верх я не резал, поскольку я за него держусь. И таким образом я максимально комфортно могу натирать кабачок. Кабачок готов. Все достается из терочки. И пока мы натирали с вами кабачок, вот эти секунды, то если вы посмотрите, у нас уже здесь выделяется влага. Уже пошла. И ее становится все больше и больше. А вот сейчас влаги станет еще больше. За счет чего? Друзья, за счет сольки. Соль прекрасно тянет из кабачков целебные нам соки. 1 чайная ложечка. И все это прикрывается крышкой. Как только мы крышкой закрыли на медленном огне, пар поднимается через всю эту красоту. Представляете, чесночок, лучок, потом проходит через грибочки, потом помидорчики, и все это соединяется, поднимается через кабачки и опять через крышечку возвращается, то есть создается эффект русской печи. Мы на этом не останавливаемся. У нас второй этап, самый вкусный, который придает изюминку этому блюду. Мы сразу же берем 2 яйца. У меня яйца куриные большого размера, максимального. Туда добавляется щепоточка соли, буквально 1/3 часть, 50 грамм воды. Отправляется чайная ложка соды. Это просто будет бомбически вкусно. Далее беру 30 грамм сыра и натираю на той же самой мелкой терке, на которой я натирал чесночок. Вот так, хорошо. Очень мелко получается, очень будет вкусно. Прекрасное сочетание. На медленном огне томится наш кабачок, но самое главное, кабачок не должен поменять цвет, не надо его пережаривать. Он так будет гораздо полезнее и гораздо вкуснее, друзья. А пока я натер сыр, я вспомнил, что я хотел вам показать 2 свои почти свежие работы. А именно вот эти. Первая и вторая. Какая из этих работ, друзья, вам нравится больше? Верхняя
или же нижняя? Мне интересно будет узнать ваше мнение. Единичка, если верхняя, двоечка, если нижняя. И если напишите в комментариях единичку или двоечку, а лучше напишите комментарий, что именно вам понравилось, я буду вам очень благодарен. Это меня мотивирует на создание новых картин. Далее нам все это дело надо активировать. Я беру немножко сока лимона, можно взять лимонную кислоту немножко, или же взять уксус из магазина. Чайную ложечку будет достаточно, чтобы активировать соду. Далее я беру немножечко зеленушечки, совсем капельку. Она здесь будет очень-очень кстати в этом блюде. И прямо же в эту мисочку нарезается. У меня это зеленый лучок и петрушечка. Вот такие компоненты. И все, что нам надо сделать с вами, это просто немножко размешать, чтобы у нас все соединилось вкусами. 2 яичка перемешиваются с сыром. Все это у нас соединяется с содой, которая гасится при помощи лимонного сока. Долго мы не задерживаем все это дело, а прямо сейчас мы берем и... Ой-ой-ой-ой-ой, какая красота, вы только посмотрите, сколько влаги. Какая прелесть, какой запах стоит. Грибы, они творят чудеса с кабачком. И это все равномерненько выливается в единую емкость. Готово. Теперь все, что нам остается, это просто распределить все равномерненько. Вот так вот. Готово. Обязательно закрываем крышечкой. Обязательно. Тогда будет эффект русской бани. И я чуть-чуть увеличиваю огонь до 2 по 5-бальной системе. Буквально 4-5 минут, и мы с вами дегустируем. Но перед этим я хочу вам сказать, если начинает сильно кипеть, как в моем случае, надо уменьшать огонь, чтобы оно не сильно бурлило. Перед этим мы сделаем класснейший соус специально для этих шикарных кабачков с грибами. А для соуса нам понадобится несколько ложек сметаны. 1, 2, 3, 4, 5 ложечек сметанки. В эти ложечки сразу же отправляется зеленушка. В моем случае это зеленый лучок. Нарезать его желательно помельче. Так он будет и эстетичнее выглядеть, и красивее, скажем, вкуснее кушать будет, когда он не длинными палочками. Вот такой лучок готов. Далее отправляется немножечко петрушечки. Если у вас еще есть укропчик, это будет просто космически. В общем, сюда можно любую зелень. И сейчас будет очень важный компонент, который сделает из этих простых компонентов сметаны и зеленушки тот самый шикарнейший вкус. Немножко сольки, буквально 1/4 часть ложечки чайной и чайная ложка горчицы. Именно горчичка здесь будет просто желанным гостем в этом прекрасном соусе. Все это хорошенько перемешивается быстренько. И у нас уже с вами готов шикарнейший, очень вкусный соус. Посмотрите, какая красота. Он стал такой нежный цвет, плюс зеленушка.
Не знаю, как у вас, но у меня уже аппетит зверски проснулся. Друзья, буду рад, если напишите, проснулся ли у вас уже тоже аппетит и хотите ли вы приготовить данное блюдо. А сейчас настало время смотреть, что у нас получилось. Давайте же посмотрим, что у нас получается. Ой-ой-ой-ой-ой, сколько пара, как оно кипит, как поднялось. Сколько аромата достается. Не знаю, как у вас, но я просто в предвкушении, что сейчас будет целый пир. Такая вкуснятина. Ох, сколько пара. Какой аромат идет. И сейчас мы это все с вами будем доставать. При помощи вот такой лопаточки делается все максимально просто, быстро. И наше блюдо уже оказывается на тарелочке. И вот блюдо уже на тарелочке. Ждет, пока мы будем его дегустировать. А еще оно будет со специальным соусом. Это, пожалуй, лучшее и вкуснейшее блюдо из кабачков для ленивых, которое делается буквально на одной сковороде, и не надо мыть посуды, ничего не делать. Я завидую тем, кто не знает этот шикарный рецепт из кабачка. Я вам очень, друзья, хочу показать, как оно выглядит крупным планом, поскольку это настоящий шедевр и произведение искусства кулинарного. И вот так оно выглядит, еще горячее, максимально близко. Это очень вкусно, друзья, очень похоже на мясо. Не скажешь, что это кабачок абсолютно, поскольку, это просто шедевр. И крайне рекомендую вам его приготовить. Это что-то с чем-то. Не знаю, как вы, друзья, я еле дотерпел этого момента, когда можно наконец-то взять и разрезать и насладиться этим прекрасным блюдом, которое мы сделали буквально за считанные мгновения. Сейчас я вам постараюсь показать, как он выглядит изнутри. Вот он, смотрите. Сколько влаги, вы просто посмотрите. И вот эта вот влага, она настолько вкусная. Вопрос спорный, что вкуснее, сам кабачок или же вот эта вот штуковина. Я рекомендую кушать вместе с самодельным хлебушком. Вот я вам сейчас покажу на картиночке, я делал хлеб из кабачка. Просто шикарный. Я никогда такого вкусного хлеба не ел, и не скажешь, что он из кабачка. Поэтому, кому интересно, пишите в комментариях слово «хлеб из кабачка», так я пойму, что вы хотите увидеть этот рецепт, и с удовольствием вам его покажу, напишу. Получилось блюдо просто шикарное. По запаху это вот не скажешь, что это кабачок, не скажешь, что это грибы. Это ближе что-то к мясному. И куда же мы без нашего вкусного соуса, который мы специально приготовили для наших вот этого вот блюда, как я называю, для ленивых. Тот самый момент, которого я ждал. Ох, пахнет шикарно. Очень прекрасное сочетание соуса с этим блюдом. Абсолютно не скажешь, что здесь есть грибы, а вообще не скажешь. Чуть-чуть больше соуса возьму сверху, снизу. Скорее, это действительно мясное блюдо, по моим ощущениям. Это ближе к курице. Определенно ближе к курице. Вот если бы у меня был сейчас хлебушек, который я пек из кабачка, я его, кстати, вчера пек, я его сразу же съел, большой хлеб, я его сразу же съел. Если бы он у меня был сейчас, я бы с удовольствием макал бы вот в эту водичку, которой просто океан у нас вот здесь.
Ее просто хочется брать и ложечкой пить. Настолько она вкусная. Что я с вами сейчас и буду делать. Это, друзья, шикарно. Это просто ни с чем не сравнимо. И вот мне пришла идея сейчас брать и просто ложечкой, а не вилочкой, вместе с этой водичкой наслаждаться. Ой-ой-ой. Это просто превзошло все мои ожидания. Прекрасно. Крайне советую, друзья, этот рецепт. И рецепт, который вы только что видите на экране, появился шикарнейший. Из кабачков крайне рекомендую. Я кабачки не очень любил до вот этих рецептов, но сейчас, если у вас есть свободные кабачки, смело отправляйте мне их по почте художнику в деревне на кухню художника. Вот. На кулинарный канал художника в деревне. Вот так. До встречи. Всем вкусно кушать и наслаждаться этой прекрасной жизнью.